Вот такой вот компактный Vzatco A20. Это Full HD проектор. При этом, знаете, что его отличает? Это Android проектор на андроиде. И в нем 32 гигабайта хранилища. Честно говоря, маркетинг, потому что никогда в жизни я на самом проекторе 32 гигабайта, во-первых, не займу. Во-вторых, встроенный Android использовать в самом проекторе — это кощунство какое-то. Как показывает практика, даже на самых хороших, на самых крутых Full HD проекторах все равно вы будете использовать внешнее устройство, потому что зачастую на таких проекторах нельзя регулировать картинку не на внешних устройствах, а на внутреннем андроиде. А во-вторых, картинка на внешних устройствах получается намного лучше. Ну, в общем-то, вот такой вот Full HD проектор Vzatco A20 на канале Технозон. Поехали! Для того, чтобы посмотреть на этот проектор, сразу мы его поднесем поближе к камере, увидим, что у нас спереди ничего практически нет, только линза, она не закрыта ничем. Слушайте, а у нас вообще никаких органов управления, кроме верхней кнопки включения. Из интерфейса у нас, смотрите, USB 1, USB 2, вот они, два USB. У нас есть один Type-C, господи, один HDMI, это я уже заговариваться начал. Вход и выход 3.5 для звука. Снизу у нас есть доступ к фильтру и есть разъемы для крепления. Самое обидное, что я здесь не вижу даже винта регулировки угла наклона, а это, честно говоря, не очень интересно для меня. Но да ладно, давайте сейчас посмотрим, что у нас в комплекте, а потом уже будем переходить и смотреть, сколько он стоит. В такой коробке, кстати, приехал. Сколько он стоит и что он может по заверениям самого производителя. Во-первых, крышечка у нас отдельно почему-то для линзы. Есть тренога. Вот такое я вижу первый раз. То есть вы можете его закрепить на треногу и разместить. Первый раз в своей жизни я вижу, когда к проектору кладут треногу. Честно вам скажу. Просто первый раз. Вот таким образом у нас тут есть огромная куча каких-то креплений. Вы его крепите и размещаете. Ну такое. Честно, не ожидал. Пульт. Божечки ж ты мой, пульт, как обычно. Удивите меня, знаете, как это называется? Удивите меня хорошим пультом, но вот такое чудо. Вот такое счастье. Абсолютно ничем не примечательно. Есть RCA на 3.5, HDMI и кабель питания. Слушайте, больше ничего нет, туда в принципе стандартный комплект. Смотрим, что у нас по цене и где его покупали. Покупал я его в Vzatco A20 32 с цифровым фокусом. То есть мы здесь с вами не видим никакого управления фокусом. 1920 на 1080p это не автофокус, это цифровой фокус. Давайте дальше. Реальный Full HD, Digital Focus, там уже поняли, 1920. Высокий контраст 10 тысяч к 1, максимально 200 дюймов, 4D Keystone, это хорошо. Hi-Fi спикер и яркость у нас пиковая от 5 до 6 тысяч люмен и 1 на 32. Это то, о чем я говорил, вообще ни о чем. Ну вот насчет этих самых колоночек сейчас посмотрим, будем с вами именно пробовать. Слушайте, что они здесь? Фокус, понятное дело, цифровой. В последнее время все китайцы начали цифровой. Сам по себе Android уже вижу вшивый. Абсолютно есть у нас Bluetooth, который тоже абсолютно 4.2 Bluetooth. Для чего его используют? Не знаю. Ладно, что, они тут много чего, 4D Keystone это хорошо. Конечно, опять вот этот вот безжалостный маркетинг, что A20 может, а остальные не могут. У него прям вот цветопередача какая-то суперовая с 10 тысячным контрастом, 10 тысяч к 1. И 50 тысяч часов лампа у всех абсолютно, само собой, это LED-проектор, это не лазерник для игр. Ух ты, потестим сейчас на панели, на консоли, на Xbox. Ладно, слушайте, а вот проекционная дистанция, что нам было важно. На 2 метрах будет 65 дюймов, на 3 метрах 100 дюймов и на 5 метрах будет 155 дюймов. Заявляется максимально 200, на замеренных дистанциях не показали. Все, переходим, с вами подключаем, тестируем и уже там прямо на тестах будем с вами делать выводы. А вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик и, конечно же, ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Перешли. Сам по себе
себе проектор имеет невзрачный интерфейс, как и любой Android-проектор, который я видел до этого. Здесь хотя бы нет рутуба на первом месте, слава богу. Фокус у нас регулируется по кнопкам пульта. То есть сейчас мы видим расфокус, можем, это называется Digital Focus. По настройкам, на вот этом всем интерфейсе я останавливаться даже не буду. В настройках Settings, это обыкновенные настройки, где можно выбрать Wi-Fi, где можно установить язык. Из языков поддерживается здесь чешский, немецкий, так, английский это хорошо. Теперь русский есть. Украинского, к сожалению, нет. Очень плохо. Есть какое-то обновление, есть настройки приложения и настройки проекции. Настройки проекции нам как бы очень даже неплохо нужны. Здесь можно менять вот это вот расположение по режиму проекции. Есть гирогоризонт, это у нас гироскоп. То есть если мы поставим на уровень платформы, может завершить исправление. Нажимаем ОК, и он сам просто выставляет горизонт. Автоматического горизонта нет, есть по кнопке. Расширение Keystone есть по сторонам. Это 4-точечный обыкновенный Keystone, где мы можем там выставить вот такую вот дичь какую-нибудь там и напроецировать всего чего угодно. То есть по сути, да, там все, мы все сделали, мы такие красивые, фигню какую-то наделали, но мы сбросим в базовые настройки для того, чтобы не было у нас никаких проблем. И есть у нас расширенный Keystone по горизонту и по, видите, как они, по вертикали и по краеугольному камню горизонта. Ай-яй-яй. И цифровое увеличение само собой. Также у нас есть параметры, где практически ничего мы с вами не можем увидеть, кроме как отключить параметр рекламы, можем не отображать рекламу, слава богу, и выбрать источник, то есть HDMI, аудио-видео, либо USB. Для того, чтобы понять, что здесь слабый Android, мне не нужно, допустим, много возиться. Мне нужно просто запустить YouTube, и чтобы вы посмотрели, как он воспроизводит. Это у нас, в принципе, будет все, что мы здесь покажем. Дальше мы пойдем с вами потестируем качество именно самого изображения и будем уже рассматривать его как вариант для внешних носителей или внешних устройств. Так как здесь нет, ну, давайте начнем с того, что здесь для того, чтобы войти в YouTube, для того, чтобы войти в аккаунт, то есть у нас, смотри, какая ситуация. Выберите аккаунт. Нам нужно заходить не через Google сервисы, а через черт пойми что, через веб-интерфейс. И, честно говоря, внешний веб-интерфейс я бы вообще не вводил бы свои данные учетной записи, потому что это не является официальной, допустим, официальным вариантом входа в YouTube для Android TV платформы, потому что это клиент для Android TV. И в этом есть опасность, я вас сразу предупреждаю. Смотрите, как это все тормозит. Вот я вижу дикую реку. Давайте нажмем. Дикая река 4К. И сейчас вы сразу убедитесь, что смотреть на проекторе это нельзя. Объясню почему. Смотрите, сразу. Ну, во-первых, тормоза дикие. Ай-яй-яй. Я остановлю для начала, чтобы не было звука. И переходим в настройки. И тут мы с вами видим вот 1080p. Максимально, что он может. Это Ой, куда она вылетела? Куда ты вылетела? Что ты будешь делать? Вот, мы включили, пускай теперь воспроизводится. Во-первых, это все жутко тормозит. Сейчас я вам покажу, оно дропать начинает на 1080p. Это во-первых. Сейчас я статистику для админов выведу. Сейчас вы увидите. Да елки-палки. Я даже нормально не могу включить системный монитор, потому что это все пролагивает очень сильно. Давайте сейчас включу. Ну давай. Статистика для сисадминов. А сейчас чего качество 700... вот 1080p. Все, теперь правильно стоит. И смотрим. Дело в том, что у нас на текущий момент дропает 200 из 1900. Это дофига. Просто дофига. И тут немаловажный момент. Слушайте, а знаете, что здесь прикольно? Здесь прикольный звук. А ну... Вот, за звук здесь плюс, сразу говорю, звучок очень прикольный, хотя когда сильно делаешь громко, чуть надрывает колонку, но фрезы мы получим в этом деле. И плюс здесь мы не можем с вами регулировать качество изображения. Вот почему, допустим, Android, встроенный Android в проекторах, он не годится для воспроизведения, абсолютно. Давайте мы сейчас перейдем на источник, на другой. Ой.
погода. Зачем она нам нужна? Да, это красиво. Слушайте, яркая картинка. Вот яркая 6000 люмен вполне себе, я вам скажу, ну, достаточно яркий проектор. Яркий верхний белый, ну, яркий белый цвет — это хорошо, и то, что все влазит тоже. И в яркости мы тоже видим все квадраты, хотя я бы уже корректировал. Но на внутреннем андроиде это невозможно, это возможно только с внешнего устройства. И контраст здесь просто в жопе. Вот я вам честно говорю, без корректировки контраст здесь в полной перде. Девушки хотя и выглядят более-менее нормально, но откалибровать проектор на внутреннем андроиде нельзя абсолютно. Естественные цвета сейчас смотрим. Белый отличный, красный отличный. По градациям как бы вопросов у меня тоже минимальное количество. Нету. Кремовый какой-то, желтенький, зеленый есть, еще один красный, фиолетовый. Слушай, а я заметил, ли чуть затемнение вправо идет, да? Да, ну это линзирование, эффект линзирования, да, есть у нас. Ну, эта линза, она выпуклая, как бы это на всех проекторах есть. Сейчас посмотрим, это основные цвета. О, он истинно черный. Ну, в принципе, более-менее. А вот здесь вот, конечно, я тоже поигрался бы с зеленым и поигрался бы с красным. Синий более-менее и оттенки серого тоже. В принципе, об этом нам и скажет сейчас яркостно-контрастный анализ. Квадратов в прямоугольниках я не вижу. Здесь должны быть маленькие квадратики в прямоугольниках. Вообще, то есть он не откалиброван с завода. Например, когда мы делали обзор того же самого там TDA 6 или того же PG500, они были откалиброваны с завода. По яркостно-контрастному анализу тоже все пока печально, особенно в контрасте. Если в яркости еще более-менее, то в контрасте у нас есть некая печаль, и в цветах тоже. Вот. А, кстати, здесь, слушай, у нас прям проблема с контрастом, а? В сером проблема с контрастом, и в синем. В зеленом лучше, в красном тоже проблемно. Ох, по эффекту линзирования. Эффект линзирования минимален, здесь я буду справедлив. По углам есть легкое замыливание, но это стандартный эффект линзирования для всех линзовых проекторов, потому что она круглая, самая четкая к центру, по краям допускается небольшой, до 5-7% размыливания. Так, смотрим. Ну, это Full HD чистый, пропуска на веточках нет, и здесь, в принципе, девушка выглядит тоже неплохо. Но вот все хочется, мне, понимаете, мне уже хочется прям перейти на момент тестирования на внешнем устройстве. И, кстати, мы подключим еще Xbox. Давайте по видео посмотрим, потестируем, как это все дело смотрится. Потому что нам нужно с вами понимать. Ну, включим очень высокобитрейтный ролик. О, вот это смотрится неплохо, кстати, действительно неплохо, вообще очень неплохо. Это тестовый ролик Samsung. Вот совсем яркости достаточно для этих тестовых. Воу. Вот это единственное, что вы можете сделать. Если вы захотите здесь смотреть фильмы с Dolby Digital звуком с AC3, то вы должны будете установить хотя бы с флешки какой-нибудь VLC плеер или MX плеер. Тоже соневский ролик выглядит замечательно. Ну, я вам скажу, очень даже неплохо. Ну, LG-шный меня еще интересует. О, а вот здесь вот мы с вами нашли момент регулировки. Именно в воспроизведении видео. А как же нам на видео получается регулировать? Это очень хорошо. Давайте вернемся к картинкам. Если у нас еще сейчас на картинках мы сможем включить. А ну-ка. Сможем ли мы его откалибровать? Ну давай. Где там наши тестовые картинки? Нифига. А вот калибровать его мы не можем. Ну что это за беспредел? То есть, Нет, это настройка самого плеера, да, это вот такой вот, знаешь, сделали какую-то дичь, получается. В видео ты можешь менять различные настройки, а калибровать, то есть видео с внешнего жесткого диска, здесь это единственное, что вы можете посмотреть. При этом, если мы запустим 24p Motion Test, то здесь нет чистых 24 кадра, и все достаточно дерганое. Давайте еще включим какой-нибудь, ну, LG-шный, например, ролик. Я очень люблю его проигрывать. Вау, вот это вообще неплохо. Яркости достаточно, слушайте. Прям заходит мне это все действие. Знаете, такой эффект кинотеатра. И звук неплох, очень неплохо. Ну, сейчас громче сделаем. Да, и звук очень даже неплох. Ну, что я могу сказать? В этом плане, да.
по внутреннему андроиду я вам сразу могу сделать вывод, что его можно использовать только лишь для проигрывания с внешних жестких дисков. А вот здесь самое интересное, потому что мы с вами включили внешний ТВ-бокс. Сейчас он работает 1080p 60 Гц. Ой, надо включить нам здесь Wi-Fi-чик. Так, в режимах экрана у нас 1080p 60 Гц мы считали, да, 4К он сможет декодировать и сможет переключиться, например, на игровой консоли. Сейчас я здесь включу YouTube, покажу вам, как он воспроизводит. Мы сначала откалибруем. Мы же можем откалибровать вот это вот немаловажный аспект. Смотрите, идем в обыкновенный Explorer. На внешнем устройстве нам придется поиграться чуть фокусом, как оказалось. Кстати, очень непонятно. Сбилось чуть-чуть по фокусу. Сейчас вроде бы, да? Отлично, все. Так, и поехали калибровать. Вот здесь у нас совсем другое дело. Мы здесь идем в настройки изображения. Смотрите. Идем в режимы. И поехали. Яркость. Повышаем яркость, пока не будет виден четвертый прямоугольник. Где-то... ну-ка, четвертый... Все, я вижу четвертый. Ты видишь четвертый? Все отлично. Меняем на контраст и давайте поехали. Все, 251 виден. И в насыщениях меняем насыщение до того момента, пока девочки станут у нас выглядеть очень такими, знаете, яркими, какими-то естественными. И вот здесь, мы, кстати, не можем с оттенками играться. Вот это, кстати, плохо. Смотрите. Здесь мы можем только насыщением с вами, получается, сыграть по... вот они, квадраты все появились. Вот она. У нас есть базовая калибровка, я бы даже насыщение чуть... Вот она. Я все квадраты вижу. Все. Смотрите. Все, во всех цветовых тестах мы здесь видим в прямоугольниках квадратики. Идеально откалибровано. И здесь чуть-чуть еще на одно. Все. Яркостно... сейчас выключаем вот эту штуку. Яркостно-контрастный анализ. Идеально. Основные цвета идеально. Здесь тоже у нас хорошо. Вот он. В сером цвете яркостно-контрастный анализ отлично. В синем отлично. В зеленом отлично. И в красном тоже отлично. Я все вижу квадраты. Вот здесь я бы чуть-чуть бы яркости добавил. По красному я вижу чуть-чуть у нас завал. Мы даем чуть-чуть яркости. Нормально. Все. Вот это теперь тема. Линзирование. Здесь минимальное линзирование. Я прям удивлен. Слушайте, вообще отлично. С елочками, с веточками. Обалденно. Слушайте, хорошее изображение. И базовые цвета очень неплохо передает. Цветопередачи прям... они не врали, когда писали. А знаете, на чем это мы сейчас проверим? Мы сейчас это проверим на моем YouTube ролике, который я делал специально для таких тестов. Вообще вся градация видна. В 48-шаговом и в 24-шаговом тесте. Слушайте, вообще. Мне прям нравится. Ну-ка, идем в YouTubeчик. Мне хочется на нем поиграть. Очень хорошая цветопередача. И включим мой какой-нибудь ролик. Например, ту же самую Дикую реку. Это другое дело. Слушайте, я вам объясню, в чем отличие. Смотрите, когда у нас... Я сейчас включу мышь и покажу. Когда правильно откалиброван, вот в этом месте смотрится пересвет. Если вы здесь можете различить камыши, то значит у вас правильная калибровка и по насыщенности, и по яркости, и по контрасту. Потому что когда недостаточная яркость и выкручивает ее вверх, там становится желтое пятно. Это те, кто не знает, как пользоваться Дикой рекой. Как калибровать по нему. Специально снимал такой ролик, специально его мастерил в таком варианте. Но выглядит это все намного круче, чем выглядит на встроенном андроиде. И смотреть это намного приятнее. Смотрите, любой мой ролик, вот смотрите, Розовое озеро, это я без цветокора делал. Вообще вот оно вот какое оригинальное было, вот такое вот я его и снимал. То есть вообще идеально. Класс. Здесь один такой контрастный момент. Вот я снимал вот это побережье. Вау. Вот так выглядит наша Украина с высоты птичьего полета. Любой другой красивый ролик, например, там съемка под водой, это тоже я мастерил этот ролик, делал. Это 4К съемка. Это риф в Египте. Очень красивый риф.
очень даже симпатично. Поэтому я как бы вот доволен качеством изображения. Теперь я хочу попробовать тестовые видео в том плане, что как смотреть здесь те же самые фильмы с внешнего диска. И те же видосы, смотрите, я сейчас включаю те же самые видео, которые мы смотрели на откалиброванном проекторе, смотрятся на порядок лучше, на порядок, они намного контрастнее, они намного яркостнее и намного более качественная цветопередача. То есть внешний носитель дает нам просто шикарную передачу и действительно очень неплохо показывает. Этот проектор мне понравился, дешевый за 224 бакса, мы имеем хорошую яркость, мы имеем хорошую цветопередачу, на этот счет они не соврали, и контраст действительно очень впечатляющий. Но смотрите, в чем еще момент у нас. Нет 24 кадров. Конечно, в идеале можно было бы, конечно, сюда затулить мини-ПК, для того, чтобы мы получили 24, не 24 кадра, а через подплеер с уплавнялкой мы сможем проигрывать фильмы, переделанные из 24 в, допустим, в 60. Это тоже было бы классно. Тот же самый соневский ролик, он здесь выглядит намного контрастнее. Здесь облака по-другому, здесь видно дымку эту облачную. И здесь тоже выглядит отлично. Кстати, звук. Очень неплохо. Прям очень неплохо. Класс. Не, ребят, ну тут вот у меня вообще вопросов нет. А давайте-ка мы к нему подрубим сейчас по-быстрому Xbox и запилим во что-нибудь пошпилим. Так, первое, что мы делаем, идем в параметры отображения ТВ, и он может воспринять здесь только 1080p. 4К он не воспринимает с внешнего носителя, к сожалению. Ну и здесь мы, конечно, не видим никаких моментов. Дальше, давайте включим какую-нибудь игру и просто поиграем. Да, по звуку он чуть-чуть громковат, конечно. Неплохой звук, такой среднебюджетный телевизор я бы сравнил. Ой, у меня вибрирует джойстик. И когда мячик буцаю, у меня вибрируют курки. Тын-тын-тын. Так, побежали. Нельзя присесть. Как это девочки нельзя присесть? У нее есть такая природная необходимость приседать иногда. Блять, берут, короче, вот это запрещают. Что это за беспредел? Итак, побежали. Разгоняемся. 10 секунд. 10, 9, 8. И мы такие... Уи! Крутяк. Слушайте, на проекторе совсем другое впечатление. Большой экран. Огонь. Слушайте, а играть на этом я уже вижу по графике, что яркость более чем достаточная, так же как и красочность, да, передачи этих всех цветов очень-очень неплохо. Я думаю, что для... Ну, задержки у нас нет, я уже по звуку это понимаю, что input лага нет, он не дообрабатывает никакое изображение, поэтому я думаю, что для проектора, ну, проектор для консолей, ну, если вы готовы, допустим, играть там на Xbox либо на плойке в таком разрешении, то он более чем подойдет. На самом-то деле это очень даже неплохо. Давайте перезаряжаемся. Так, что у нас там? Что-то мне хватит калаша, чтобы пойти сейчас быстро. Тут мне рассказали, как надо жить. Ну, пробуем стрельбу. Нету здесь задержки. Очень даже неплохо. Я думаю, что играть на этом не только можно, но и нужно. Я не скажу, что это идеальный проектор. Абсолютно не идеальный. Сейчас мы еще попробуем одну штуку. Они заявлялись там о том, что можно проецировать смартфон на внутренний, скажем так, Android. Ну, это тоже себе такая функция, знаете. С дикой задержкой, как они там показывали, можно играть. Нельзя там вот так играть. Будет слишком большая задержка. Ну, давайте, что никого нету? Нервов сейчас добавим всем. Так, переходим на внутренний Android. С этим мы все понимаем уже, что все оно работает. Берем смартфон. Как здесь-то хотя бы его положение.
Сейчас посмотрим, это, наверное, в приложениях. Да. Реализовано через приложение Miracast. Все понятно, короче. Это уже не то, я вам скажу. То есть мы должны сейчас с вами выбрать трансляцию. Samsung. Вот New Link C62E. Сейчас мы затранслируем. Все, есть у нас трансляция, но играть нельзя. Задержка сумасшедшая. Я листаю, но потом посмотреть фотографии можно. Допустим, в кинчик какой-нибудь включить можно. Играть на этом нельзя. Все, ребят, я резюмирую в плане того, что проектор неплох по своей яркости, по цветопередаче, по контрасту, но он требует внешнего устройства для того, чтобы вы могли нормально вот калибровать и насладиться полным, скажем так, полным преимуществом в виде этих самых цветов и всего остального. На внутреннем андроиде все тормозит и фрезует. Ну, единственное, что вы можете посмотреть, допустим, фильмы какие-то с внешнего носителя. Больше ничего здесь я бы не рекомендовал. Хотя IPTV можно, конечно, поднять, но это абсолютно не тот уровень. 24 кадров нет, и вы это должны понимать. В целом проектор очень даже неплох. Я могу его рекомендовать. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.